Здравствуйте, мои дорогие! Осень продолжается, а значит продолжается сбор урожая яблок, и значит мы снова будем печь яблочный пирог. Сегодня я хочу с вами спечь тот самый яблочный, простой яблочный пирог на сковороде, который так много и часто вам показывают в интернете, но вдруг кто-то не видел. Итак, у меня 2 яблока, я их должна почистить. Можно не чистить, если вы любите шкурку, но мне в пирогах больше нравится, когда яблоки все-таки почищены. Ну и, конечно, их нужно еще и порезать. Сердцевину убираем. И нарезать я яблоко буду слайсами. В общем-то, самая долгая подготовка у нас с вами сделана. Дальше сковорода, у меня такой средний размер, наверное, 22 сантиметра в диаметре. Я нагреваю сковородочку, крышка у меня плотная. Сразу приготовьте сковородку, для которой есть у вас подходящая крышка. Грамм 30 сливочного масла. И чтобы масло не коптило и не чернело у вас на сковородке, добавьте туда несколько капель растительного масла. Масло практически растопилось. 2 столовые ложки сахарного песка. Растворяем в масле и отправляем наши яблочки на сковородку. Нагрев чуть меньше среднего, буду помешивать, пусть они жарятся. Тем временем приготовим тесто. Для теста нам понадобится 1 яйцо, еще 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, 150 грамм сметаны. Я сразу делаю это на весах. Если нет сметаны, можете взять йогурт, 150 грамм муки. Тоже сразу буду это делать на весах. Пакетик разрыхлителя у меня 10 грамм, ну или чайную ложку. Не забываем в процессе помешивать наши яблоки. 30 грамм растительного масла. Друзья мои, все. Тесто очень простое. Какого-то замеса с приборами нам не нужно. Венчиком все хорошо вымешивается. Если чувствуете, что тесто у вас густое, вот видите, как у меня, слишком густое, можно добавить немного сметаны еще, пол столовой ложки и столовую ложку без горки. Вот примерно такое тесто у меня получилось. Тем временем яблоки прожарились. Посмотрите, как они выглядят. Добавляю немного корицы. Можете добавлять, можете не добавлять, это уже по желанию. Если хотите, в этот же момент можете добавить немного изюма, еще каких-то сухофруктов. Я остановлюсь только на яблоках. Распределяю их, стараюсь равномерно по всему диаметру сковороды и заливаю тестом. Нагрев на минимум, 10-15 минут под крышкой до сухой зубочистки. У меня прошло 12 минут. Смотрите, теста сырого сверху нет. Зубочистка выходит сухая. Осталось перевернуть пирог. Для этого накрываем его тарелкой. Переворачиваем. И отправляем снова в сковороду. И уже без крышки жарим еще минут 5. Ничего страшного, что яблоки остались на бортах, на дне. Они прилипнут к обратной стороне пирога. 5 минут прошло. Мой пирог готов. Могу выложить его на сковородочку. Ой, на тарелочку. Пахнет вообще сногсшибательным. Ну, в принципе, карамелизированные яблоки, они всегда пахнут классно. Можно немного сахарной пудры
и дам ему чуть-чуть остыть, и после этого покажу, как это выглядит на разрезе. Посмотрите, разве не красавчик? Ну что, поехали? Я уже вижу, какой он мягкий, какой он пропекшийся и в то же время такой пропитавшийся. Оп. Давайте попробуем. Обалденно. Нежнейший. Яблочки мягкие. С такой тонкой-тонкой кислинкой. В общем, то, что надо. Спасибо за то, что вы были со мной. Спасибо, что пользуетесь моими рецептами. Приходите, смотрите, подписывайтесь и зовите сюда же друзей. Всем всего хорошего. Всем пока.